Опа. Привет, друзья! Сегодня я выехал опять на Новорижское водохранилище, то у меня сегодня цель другая – половить именно карпа и амура. А получится или нет, вы узнаете как раз в этом видео. Сейчас только приехал, начинаю раскладываться. Всем доброе утро. Видите, какой туман, ночью мороз был. Вот. Снасти еще не раскладывал в этом году карповые. Ну что, надеюсь, все будет удачно. Сейчас буду насаживать насадки, выберу бойлики и будем экспериментировать. Опа. Так, здесь все крупное, а здесь у меня мелкие крючки. И вот как раз на мелкие будем ловить. Не знаю, какие бойлы. Сейчас посмотрю, что будет получаться. И обязательно кукурузнику поставлю, чистую, и на бойлы. Так, ребят, как только на теляпию закинулся, начал с рандеву теляпия. Она стала постоянно клевать, зараза. Аж обидно. Карп амур молчит, а теляпия жрет. Вот такой африканский, как его, карась или окунь называют его африканский. О, отцепился. Ну и бог с тобой. Это даже может хорошо. Поднялся ветер, ребят. Залез по капюшон. И такая мощная поклевка. Смотрите, как, блин, ну прям хорошо тянет. Даже фрикцион немного отпущу. Прям бьет. Я даже не ожидал. Такая мощная поклевка. Хорошо прям рыба берется. Прям смело. Опа. Приятно. Вот когда бьется рыба, появляется хорошо. Но экземпляр тоже неплохой. Как бы ее не уколоться от нее, у нее везде в полосниках. Итак, ребята, вот смотрите, теляпия. Вот такая клюет. Давай, плавник покажи. Ну что, фидерный сезон продолжается. Итак, ребят, хочу все-таки замешаться, раз уж начал теляпию ловить. Замешаюсь. Поэтому у меня остатки были зимней прикормки какие-то. Но это не важно, я их всегда в весеннюю, по рыбалке, по ранней весне, всегда зимнюю прикормку остатки выкидываю. Ну и у меня остался от прошлой рыбалки, если вы помните, фидер. Так, супер фидер. Уверен в прикормке, уверен в себе. Я уверен в этой прикормке, я уже на нее ловил. Поэтому я ее досыплю, здесь по палочке осталось. Но в тот раз я ее чуть переложил, поэтому поменьше буду. Так, здесь маленькими порциями. Буду осторожнее. Потому что перевлажнить тоже плохо. Взял воды, здесь уже поменьше. Где-то грамм 100. Даже отолью чуть-чуть. Много не надо. Потому что здесь будет жидкость. У меня еще ЦСЛ-ки добавлю. Ух ты, цвет как дало.
И тот же самый аминоквит, сквитоктопус. Лишь бы запах был, да и все. Пусть будет подконцентрированней. Гонит ко мне всю рыбу, а я буду ловить. Может быть, карп и амур тоже подойдет на запах. Так, ну все. Вот она, прикормка. Вот. И потихоньку замешиваемся. Смотрите, ребят, на этой неделе у меня знакомые друзья ездили по прудам специально, там в четверг смотрели, может быть, на карася, может, на лед, а может, лед отошел, на удочку половить. 250 километров по Воронежской области проехали, так и не нашли. То есть лед чуть-чуть отошел, закидывать как бы удочку нельзя и ходить по льду нельзя. Поэтому на эти выходные тоже выехал именно сюда, на Нововоронежское водохранилище, потому что здесь она теплая вода и рыба клюет. О, как раз. Такой аромат кислости дает сель и ароматика сквитоктопуса. Все, вся рыба наша. У кого-то клюет, у кого-то не очень. Все по-разному здесь на водоеме. Все зависит от рыбака. Ох ты! Неужели я дождался-то? Да, там кто-то сидит. И солидный соперник какой-то. Не знаю, получится его вытащить. Сейчас что-то не сопротивляется. Неужели сошел? Блин, вообще не чувствую рыбу. А? Не чувствую вообще. Нету. Блин. Все перемотано. Оторвано. Ребят, все оторвано. Обидно не сказать, что. Зараза. Итак, ребят, был обидный срез. Вот, если увидите, вот покажу, как смогу. Там много камней и резануло. Блин, обидно. Первый такой паровоз весенний, именно либо карп, либо амур, прям такой бодрый. Ну что, перенасаживаюсь и закидываюсь. Теляпия, теляпия. Вот так бы амур бы клевал. Вот как теляпия. Закинул 5 минут и на крючке. Вообще бы идеально было бы. Вон она. Как лещ идет, как плоскодонка. Поверху. Вот такая рыба, ребят. Как из пулемета. Поклевочка. Ну давайте, карпы, амуры, клюйте, наверное. Хочется вас поймать. Он поверху идет. Ну что, чем-то напоминает леща и карася. На животные насадки клюют.
Сидит. Лучше бы с такой периодичностью клевал карп с амуром. Но вообще интересно, поклевки такие бойкие, как у карася по весне. А вылаживается как лещ, плашмя ложится и вылазит. Перепутал, зараза. Пока вот, если вы видите, клюет на червя плюс опарыш хорошо. Внизу кукурузка, тоже поклевки есть, но чаще всего вот на животную насадку. Ну что, ребят, что-то серьезное, надеюсь. На бойл взялось. Что-то меньше килограмма идет. Опа, давай. Карпик, 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 первый карпик на бойлы. Первый карпик на бойлы. Итак, ребят, первый карпик с нового сезона клюнул. Ой, он какой-то сазанчик больше. Смотри, какой прогонистый. Вот. Клюнувший на бойлы. Я сейчас тестю новый бойл опять. Вы знаете, кем я пользуюсь, производителем? Вот, смотрите. Так что первый карпик, клюнувший на бойлы в этом году. Открытие состоялось. Классно. И самое интересное, смотрите, ну он больше на сазанчика похож. Какой он карпик. Продолговатый. Тем более водоем здесь дикий. Но сюда его употребляет, конечно, Нововоронежская АЭС. Вот такой красавец. Маленький, но зато на бойлы. Мне нравится. Красное оперение у него. Вообще классно. Ну, я его в садок закину. Не буду я карпомешок из него доставать. Итак, ребят, насаживать буду то же самое, что и карпик клюнул. И, наверное, поставлю даже две таких насадки. Вот. Клюнул он пелец. Вместе я сажал Juice Pineapple. Желтенький. Так. Вот желтенькую шляпку. Прям очень-очень маленькую я оставил. Вот. И пелец я тоже подрезал. Ну вот он большеватый. 14-15, кажется, он идет у Робин Реда. Вот. Пелец я подрезал тоже. Потому что он мне не влазил в длину. И крючочек у меня 8. Так. Ну что, эта насадка мне принесла первую рыбу в этом году. Я с десятку уже перебрал разных насадок. Спасибо. Будем ловить, значит, с пельцем. Но пельц всегда с попапом хорошей насадкой считался. И поэтому я даже стики не одеваю, просто прикамливаю кобры вокруг точку. То есть закидываю 4 удилища без стиков. И так как я стики забыл и ПВА-сетку к ней, у меня что забить есть, а все остальное я забыл, как говорится. Ну, в общем, когда долго собираешься, что-нибудь забудешь. Вот. И сейчас пелец ставлю. И вот такая насадочка, вот, смотрите. Вот. Так что, желтый пупапик, Робин Ред. И погнали в бой. Ждем еще одного карпушку. Ой. Я здесь вот пока побрился, была поклевка. Сейчас закинуться будем.
Кидаюсь я в Чикаго вот как можно дальше, потому что там вот выход горячей воды, и там поглубже. Здесь мелочь держится, а там поглубже ямки, и там как раз, ну, рыбы покрупнее держится. И второе, я когда вытягиваю груз, там где-то я закидываюсь на 110-120 метров, груз теплый, прям теплый-теплый, а здесь вода чуть попрохладнее. Так, ребят, раз такая пьянка пошла, что пелец работает, у меня есть насадочный пелец. Так, это карлик. Чесночок должен... О, он мне еще запакованный. Вот это я использую пелец. Чеснок, это просто бомба. Ловлю я без стиков. Пелец хороший привлекатель. Я ставил пыльки 0. И подрежу еще чуть-чуть, наверное, его, чтобы он все-таки влез. Так, и второй пелец у меня. Что у меня здесь? Пелец Monster Crab. Ну, Monster Crab'ом я до этого пользовался. У меня его здесь немного уже. Так, тоже подрежу его. Блин, как он плохо режется. Ну, ничего. Главное, палец себе не вырезать, пока подрезаешь. И у меня здесь желтенький я поставил сверху. У меня будет вот такая розовенькая. Вот. Это что у нас? Оранж плюм. Попапик. И более красненькая это Strawberry Fresh. Ну, клубничка. В общем, такой вот цвет. Я по цветам просто выбрал, чтобы шляпки были разные. Чтобы желтый был, там оранжевый, красненький. И поставлю, сейчас закинусь. Вообще тиляпия, она здесь агрессивная. Гадость такая. В общем, я бойлы, которые вытаскивал, они погрызные. Прям, ну, она их грызет. Но засекаться не засекается. Видать, мелкая. Поэтому поклевок особо не было на бойлы. 3 часа стояли вообще. Сейчас тепло. Может быть, и время карпика проснулся, вышел. Так, один есть. Одна насадка. Вот. Вот получилось. И вторая насадка. Единственное, что боюсь срезов. Был же паровоз самый первый. И срезало прям. Видно, что был поводок. Новый был. И нещадно порват. Ну, вот здесь вот как раз комбинированный поводок. Вот. Все мягкие, а здесь часть мягких, часть комбинированных. Надеюсь, вот этот комбинированный поводок меня спасет. Ну что, сейчас принасажусь, закинусь. По результату скажу в конце видео. Итак, ребят, так как я не кормлюсь, то есть у меня нет стиков, я с помбом тоже не кормлюсь, я использую вот свои пыльки. Вот видите, у меня кобра, и я приобрел в этом году кобру покрупнее, потому что у меня пыли туда мои залазили, и я прикармлюсь своими пылями. Но тоже не кормлю их много, а где-то 15-20 штук. Вот 2 раза закинул, сейчас 3-й раз, наверное, все. Мне лишь бы вокруг вот так там 20 бойлов лежало, и рыба ходила между ними.
ребят, в общем, пока ходил, закидывал, фидер провис, я думаю, ну все, ушла. Не, настойчивая рыба, хочет, чтобы ее поймали прям. Сидит. Сейчас покажу. Вот она. Все сожрала. Все крючки сожрала. Так что бойкий как карась. Уваживание ложится на спину как лещ. Отвести душу. Половить можно. Так, ребят, пока ходил там, перенасаживал все по карповой теме, у меня все склевала тиляпия. Ну и покажу, на что ловлю. Так, первый крючок. Я не знаю, десятка, наверное. Насаживаю червяка и опарыша. Вот. Червячочек. Кольцами его. Женщинам не смотреть. Они обычно в обморок падают. Особенно, когда опарыш по холодильнику разбежится. Самое веселое занятие — собрать опарыша. А на вторую вот кукурузка. Просто ананас. Кукурузка насадочная, желтенькая вот. У меня стоит открытая баночка. Вот я сажаю кукурузу и два опарыша. И два опарыша. Ну, это больше для того, чтобы удержать кукурузу. Она очень мягкая. Вот, как бундюэлька. Ну и все, той прикормкой, которую замешал, делаю бомбочку. И закидываемся. Кидаю я где-то метров, наверное, на 40. Недалеко, в общем, кидаю. У меня нет задачи далеко кидать, то она и отсюда клюет. Я не знаю, когда приехал сюда, мужики что-то с собой разговаривали. У кого-то что-то клевало, у кого-то не клевало. Я не знаю, я вот закидываю. 2 минуты поклевка. Постоянно клюет. Вон, на одна аж не успела упасть. Кормушка на одно уже клюнула. Так что, кому интересно просто отвести душу, чтобы частые поклевки были, можете приезжать смело. Вот она опять клюет. Давай, злая рыба тиляпия. Маленькая какая-то, небольшая. Это на кукурузу взялась. Маленькая, а на кукурузу поперлась. Ну что, ребят, наконец-то звук нормальный. Не тиляпия. Я как раз насаживать пошел на тиляпию и клюнул бойл. Интересно, что за рыбка. Слушайте, гораздо приятнее, когда вот звучит фрикцион, именно сигнализаторы, и ты бежишь уваживать. Гнет, гнет. Небольшое что-то. О, начинает бить. Ну давай, карпик. Ну что, есть второй карпик. Ну что, ребят, второй карпик. Небольшой. Ну знаете как, вот честно скажу, мне всегда нравятся вот такие прогонистые карпики. Они более сопротивляются и более как бы естественно, что ли, по сравнению с прудовыми выглядят. Вот такой прогонистый. Приятно, все равно приятно. Небольшой, но на бойлы открытие состоялось. Желаю вам тоже, ребята, открыть сезон как можно быстрее. Ну что, тиляпия просто задолбала.
Но зато разрядка на всю неделю. Вот смотрите, как это. Экскорное вываживание теляпии. Опа! Как блин идет. У меня такое ощущение, что когда прикормка с насадкой опускается на дно, подходит сразу теляпия и жрет. Чем дальше кинешь, тем она крупнее. Вот она, родная. Дрын-дрын-дрын. Продолжаю ловить. Ну, смысл такой, что я поймал всего лишь 2 рыжика на бойлы. Вот, но надеюсь, еще раз сейчас перезакинулся. Экспериментирую, ставлю разные бойлы. То работает это, то работает то, пока предпочтение не выявил. Вот. Но закидываю бойлы, получается, голыми, без стиков, без всего. И делаю кормовую точку вокруг этого пятна. А поближе кидаю теляпию. Вот закинул, только кормушка приземлилась, сразу начинают тут эти подергунчики пошли. И сильно засекать не надо, она сама засекается. Ну, скажу первое. Рыба быстрая, поэтому рыбаки ее не очень любят и называют ее дурной. То есть она очень жадная до еды, сразу раз и у вас практически на крючке. Напоминает по поклевку она мне карася ранней весной. То есть закинулся и сразу карась бух-бух и вот прям сопротивляется вот так же. Но когда его вытаскиваешь наверх, то он ложится, получается, плашмя и по волнам так тук-тук-тук, как лещ. То есть по уважению это лещ. По поклевкам карась, по уважению лещ. Сопротивляется хорошо. Особенно, которая побольше. Ну что, ну не могу сказать, что это плохая рыба, это отличная рыба. Мы ее, скорее всего, морского окунь, там еще что-то едим, это из разряда того же самого, наверное, по мясу. Вот. Ну, не зря говорят, это африканский окунь, поэтому мясо у него вкусное. Но здесь как бы на водохранилище Атовского, ну, Нововорожского АЭС, это водохранилище, поэтому есть неохота брать ее. Но вот половить прям очень интересно. Знаете, как вот зуд в руках, когда вы после зимы хотите половить, чтобы рыба клевала постоянно. Приезжайте, ловите. Это отлично. Ребят, пожалуйста, если вам нравится видео, ставьте лайк, это не трудно. И жмите обязательно все подписчики, кто подписывается, колокольчик. Дело в том, что сейчас YouTube изменил свои алгоритмы, и те, кто ставит колокольчик, тому показывается в подписках на мое видео. А если вы не поставите, то не факт, что вам покажут. Это видео следующее или последующее, которое у меня выйдет на канале. Поэтому подписывайся и обязательно пиши комментарии. Я рад отзывам, всегда отвечаю и общаюсь. Вот. И внизу в описании есть группы, в которых рыбаки размещают свои рыболовные отчеты, называется «Рыболовы». Есть во всех соцсетях, Facebook, ВК, Одноклассники. Вот. Так что размещайте отчеты, буду рад посмотреть, что ловите и как ловите. Вот. Ну, я продолжаю ловить. Мне нравится. Вот как только рыжего поймал, настроение поднялось, начал теляпию ловить, и рыжего второго поймал. То есть борюсь с рыбой, ищу подход, на что клюет. Дорогой зритель, ты смотри, а я закидываться. И дальше ловить рыбу. Итак, ребят, конец рыбалки. Тучи идут, сейчас будет дождь. Сейчас будем смотреть рыбу. Опа. Ну вот моя неспешная рыбалка. Карпики, теляпки. Отлично. Мелко карася не было. Поэтому выпускаем все. О. Ну что, все?
Я буду собираться. Итак, ребят, начался дождь. Я сейчас собираюсь срочно. Вот, уже записывать ничего не буду. Всем, кому понравилось, ставь лайк, подписывайся. Обязательно ставь колокольчик. Такое открытие. Пошел дождь, надо все сворачиваться. Это уже не рыбалка. Все, всем спасибо. До новых встреч.